Роб был доволен своей работой. Частые выходы в океан, чтобы понаблюдать за жизнью людей, которых она обслуживала, были для него большим, чем он мог себе представить. Как морской дайвер, он был убежден, что способен на большее. Он не мог избавиться от этого чувства, пока однажды не произошло нечто необычное. Когда он был в воде, к нему подплыл дельфин. Он не придал этому особого значения, пока дельфин не схватил его за руки. «Что выиграл этот дельфин?» – подумал он про себя. Животное увидело его купальник и сразу же узнало его. На этот раз это кусок пластика, застрявший в вентиляционном отверстии. Когда он понял, что происходит, он позвал на помощь, и это было удалено. Затем он увидел нечто, показавшееся ему слишком знакомым. Этого не могло быть. Как он мог забыть? Оно вспомнило его. Это было год назад, но дельфин не мог забыть человека, который спас его от смерти. Он запутался в брошенной рыболовной сети, и его спас дайвер. Во время тренировки их учили пропускать дельфинов без какого-либо взаимодействия, поскольку они могли представлять потенциальную опасность. Но животное явно было в опасности, и Роб должен был что-то предпринять. Он жестом велел дельфину оставаться на месте и всплыл на поверхность за инструментом, чтобы освободить дельфина. Через несколько мгновений он достал перочинный нож и освободил животное. Как только рыболовная сеть была разрезана, животное заплясало от радости. Он отпраздновал свою свободу, выпрыгнув пару раз из воды и развлекая довольного Роба. Роб заметил, что сеть оставалась натянутой довольно долго и оставила след на его шкуре. Возбужденное животное было слишком счастливо, чтобы заметить свою метку в виде сетки, и бросилось прочь, чтобы присоединиться к партнеру, который оставался рядом с ним на протяжении всего испытания. Обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить наши новые публикации. Неважно, насколько холодной была вода, Роб был в ней. Он любил пляжные виды спорта и изобретал новые. Он был душой компании, и его друзья знали, что он – их пропуск на пляж. Каждую пластиковую бутылку с водой и пивом, которую можно было использовать, он подписывал большой буквой «Р». Это был классический стиль Роба. Роб не всегда был общительным и веселым. В старших классах и колледже его можно было бы назвать ботаником. Он любил учиться и всегда с головой уходил в учебники. Хотя он не обращал внимания на других учеников, они не оставляли его в покое. Над ним часто издевались и высмеивали за то, что он не носил модной одежды и не вел светскую жизнь. Но все это не беспокоило Роба. Однажды на последнем курсе колледжа в библиотеке с ним произошло событие, которое навсегда изменило траекторию его жизни. Он никогда не видел ничего подобного. Это был великолепный вид, от которого у него перехватило дыхание. Напротив него стояла самая красивая девушка, которую он когда-либо видел. Ее светлые волосы блестели, словно усыпанные блестками, а кожа была цвета карамели. Она была высокой, и все черты ее лица, казалось, соответствовали ей, когда она отошла от книжной полки. Подойдя к ее столу, он сказал: «Привет, можно мне присесть здесь?» И Джули с лучезарной улыбкой ответила: «Конечно, без проблем». Они разговорились и обменялись контактными данными. Это был один из лучших разговоров, которые когда-либо были у Роба. С Джули было легко разговаривать, и она не заставляла его чувствовать себя неловко или не в своей тарелке. В отличие от него, Джули была очень общительной, но это только усиливало их взаимное влечение. Ее приглашали на все крутые вечеринки, и на некоторые она водила его. Он был слишком уставшим или просто неинтересным, чтобы посещать другие мероприятия, но это не остановило Джулию.
Она, казалось, была полна энергии и не отставала от вечеринок. Роб не возражал, у нее была своя жизнь до него, и его это устраивало. Затем наступили выпускные экзамены, и Роб проводил дни и ночи в библиотеке. Это то, ради чего он работал все эти годы. Иногда Джулия присоединялась к нему, иногда нет. Всякий раз, когда он пытался убедить ее уделять больше внимания учебе, она отмахивалась от него и называла скучным. Она собиралась на вечеринку, а экзамены — нет. Как и ожидалось, Роб окончил школу с отличием. Джулия тоже закончила школу. Во время церемонии вручения дипломов Роб опустился на одно колено и попросил Джулию выйти за него замуж. В зале воцарилась тишина. Собиралась ли она сказать «да»? Их отношения были необычными, и все, кроме Роба, знали об этом. Он хотел построить с ней жизнь, и его не волновало, как они будут выглядеть в глазах окружающих. Сделав предложение, он хотел, чтобы она знала, как сильно он ее любит и хочет провести с ней остаток своей жизни. Он отполировал бабушкино кольцо с бриллиантом и выглядел на все 100. Он опустился на одно колено и сделал предложение. Его предложение стало неожиданностью для всех, включая Джули. И тут произошло то, чего он боялся больше всего. Роб взял себя в руки, сосредоточился на своей работе, а его семья и друзья были рядом в трудные дни. После окончания университета он получил хорошую канцелярскую работу в Институте морских исследований. Это было безопасно и обеспечивало ему финансовую и моральную защищенность. Он приобрел хороший дом в тихом районе пригорода и чувствовал себя комфортно. 2 года спустя ему неожиданно позвонили. Голос в трубке произнес: «Привет, можно я присяду здесь?» Он замер. Он знал, кто это. Как она могла? Чего она хотела? Прошло 2 года, а она так и не удосужилась узнать, как у него дела. Теперь она была ему не нужна. Она сказала, что была в его городе и хотела его увидеть. Она совершила ужасную ошибку и упустила все хорошее, что у нее было. Он ничего из этого не вынес. Она разбила ему сердце. С ним покончено. Но Джули знала, что все, что ей нужно, это шанс увидеть его снова. Она знала, что он не будет так категоричен, когда они встретятся лицом к лицу. Поэтому она начала строить планы. Она научилась этому у Джеймса, его лучшего друга, где он работал. Все, что ей нужно было сделать, это узнать его маршрут и договориться о случайной встрече с ним. Его график был довольно простым, как обычно, с 9 до 5. Он всегда обедал в ресторане, расположенном чуть дальше по улице от его офиса. Ему нравилась еда и персонал. Обстановка тоже располагала к отдыху, поэтому он всегда проводил время за ланчем там. После 2 недель наблюдения она точно знала, что делать. В этот судьбоносный вторник Роб отправился со своими коллегами в ресторан. Они сели за столик и подозвали официанта. Через 5 минут вошла Джулия. На ней было облегающее платье любимого цвета Роба — синего. Как она узнала, что я здесь? Кто ей сказал? Она подошла к его столику и обменялась любезностями с его все еще ошеломленными коллегами. Затем она повернулась к Робу и попросила дополнительное место рядом с ним. Она извинилась за все, что произошло, и попросила дать ей шанс загладить свою вину. Она хотела, чтобы он вернулся. Он был тем, кто ей был нужен. Просто в то время она этого не осознавала. Он не мог сказать ей «нет» прямо в лицо. У нее было слишком много власти над ним. Не успел он опомниться, как уже назначил встречу за ужином на более поздний вечер. На тот момент их воссоединение было неизбежным, и Роб снова был счастлив. Он никогда не переставал любить ее
и был рад, что у него появился второй шанс с ней. Через 6 месяцев после начала отношений Роб задал ей этот вопрос, и на этот раз она согласилась. Вскоре после этого она переехала к нему, и они начали планировать свадьбу. Он хотел устроить скромную интимную церемонию, а она – пышную. Он хотел сделать свою невесту счастливой, и они устроили пышную свадьбу, на которую ушли все его сбережения. Для Джули цена была решающим фактором. Она выбрала самый дорогой зал, платье, торт и распорядительницу, какие только смогла найти. Они сыграли свадьбу, провели прекрасную церемонию и вступили в семейную жизнь. Роб был счастлив. Его жизнь была наполнена смыслом. Он был женат на женщине, которую любил, и ничто не могло сравниться с этим чувством. Он заметил, что его жена стала молчаливой, но не придал этому особого значения. Как бы он ни старался, Джулия, казалось, все глубже погружалась в депрессию. Однажды в воскресенье днем ей позвонили по телефону, и это вывело ее из себя. Роб не знал, от кого был звонок и о чем он был, но после него она повеселела и стала такой же жизнерадостной, как прежде. Он безуспешно пытался выяснить, что так улучшило ее настроение, но она всякий раз отмахивалась от него. Ему. Он был просто рад, что ей стало лучше. Пока однажды он не вернулся с работы и не увидел нечто неожиданное. Она пропала. Ее похитили? Все было на своих местах. Все было на своих местах. Он заглянул в спальню, и ее одежда тоже исчезла. Что случилось? Почему она ушла? Но почему она не позвонила и не написала ему? Она оставила записку на комоде. Он упал на пол, обхватив голову руками. «Роб, прости, что я вынужден это сделать. Я потерял удовлетворение от этого союза и должен спасти себя и тебя. Это не та жизнь, которой я хочу. Надеюсь, ты понимаешь. Я всегда буду любить тебя». Она снова это сделала. Он проклинал себя за то, что снова впустил ее в свою жизнь. Но на этот раз ей не сломить его. Он не собирался этого допускать. Джеймс быстро поехал навестить своего друга. В прошлый раз Роб был подавлен и боялся, что его друг совершит немыслимое. Роб начал размышлять о своей ситуации. Неужели он вел скучную жизнь, которая отталкивала Джули? Он видел, какой грустной она была, когда была с ним. На выходных, после отъезда Джулии, Роб и Джеймс отправились на пляж. Джеймс был приглашен на вечеринку и взял с собой свою лучшую задницу. Он не был готов к тому, что увидел Роба на пляже. В отличие от себя прежнего, он был на ногах, пил и танцевал. Роб попросил перевести его из своего отдела в дайверы. Он хотел чувствовать себя живым, активным. Он прошел 3 месяца интенсивных тренировок и был готов к выходу в море. В свой первый день в море он спас дельфина, попавшего в рыболовную сеть. Их учили не вмешиваться в природу. Но животному было очень больно, и казалось, что если оно не начнет действовать быстро, то у него ничего не получится. Он поднялся на ноги и достал свой перочинный нож. Со скоростью эксперта он освободил животное. Год спустя, во время экспедиции в южной части Тихого океана, дельфину снова понадобилась его помощь. На этот раз ситуация была более опасной. Сначала Роб не понял, что произошло, пока не увидел след от рыболовной сети под плавником. Животное билось в агонии, и его родители тоже не остались в стороне. Роб и его коллеги были рядом. Атмосфера была напряженной. Дельфины-родители плакали и плавали вокруг. Ветеринар осторожно вытащил кусок пластика. Дельфин вернулся к своим родителям, которые обрадовались, что он свободен. Когда испытание закончилось, Роб поднял кусок пластика, из-за которого возникла проблема,
и испытал сильнейший шок в своей жизни. Он был уверен, что это оно. Большая буква «Р» — его подпись. Сколько еще животных страдало, или, что еще хуже, погибло в результате его действий. Его прошлое пересекло полмира, чтобы преследовать его. Он принимал участие в загрязнении океана, и его совесть не могла смириться с этим. Он собирался взять на себя ответственность за свои действия и стать частью сил, которые будут обеспечивать безопасность океана. Он собирался посвятить этому свое время и ресурсы. Теперь он знал, что собирается делать со своей жизнью.